Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня мы с вами поговорим о кредитах, о кредитных историях в Канаде. Что же это такое и с чем это едят? Во-первых, вся Америка живет в кредите, и люди, рождаясь с самого детства, новые мигранты, приезжая сюда, попадают в эту кабалу. Что же происходит? Вам банк дает кредитную карту на определенную сумму, которой, по сути, у вас не существует. И вы начинаете ее тратить, чтобы накрутить себе кредитную историю получше, чтобы она была классной, чтобы вы дальше могли с ней жить. Но вот тут загвоздка. Иногда случаются форс-мажоры, все что угодно, и вы просто в конце месяца не зарабатываете эти деньги, которые вы потратили. И тут вы, конечно же, попадаете в кабалу. Каждая неоплата – это проценты, и дальше уже сложно вылезти из этой ямы, потому что если вы уже ушли в минус и не смогли оплатить, то дальше вся эта сумма будет только нарастать. Поэтому будьте очень осторожны, аккуратны и не тратьте много. Каждые 8 лет кредитная история обновляется, так что все ваши поинты, которые вы копили с момента получения вашей кредитки, могут через 8 лет просто обнуляться, и вам приходится все это делать заново. Для чего это нужно? Для того, чтобы подтвердить, что вы все-таки платежеспособный и честный человек, который может распределять правильно свои финансы и не попадать в зависимости в кабалу, как я уже сказала ранее. И банки очень хорошо на этом зарабатывают, они вам дают огромный кредит, кредитку на огромную сумму, которую вы просто в дальнейшем не сможете выплатить, и за счет комиссии зарабатывают на вас. Ну а теперь давайте о позитивном. Когда приезжают новые иммигранты, им нужно срочно колотить эту кредитную историю. И где же лучше оформлять карточку? Сегодня мы рассмотрим 3 банка: TD, CIBC и Scotiabank. Как там получить свои кредитки? Ну, начнем с самого позитивного, это CIBC банк. Вы, не имея работы, можете прийти и сразу получить себе кредитную карточку на $1000. Это очень круто, это классно. Вам не нужны никакие подтверждающие документы, вам просто выдают эти деньги, и все. А зачем они это делают? Ну, мне кажется, как раз-таки они опираются на то, чтобы они потом будут с вас собирать комиссию, если вдруг вы их не оплатите, и как раз-таки банк остается в плюсе. Также CIBC банк дает пользование дебетовыми картами, чекинг-аккаунтом бесплатно 2 года. Из 3 предложенных это единственный банк, который дает на 2 года бесплатно пользование чекинг-аккаунтом. Сейвинг-аккаунты во всех банках бесплатные, но в чем прикол сейвинг-аккаунта? Что этот аккаунт для хранения денег, например, у вас есть лимит на транзакции бесплатные, это может быть 4 транзакции бесплатные в месяц, может быть 5. В принципе, вы не можете ей ходить везде оплачивать, вы можете ее использовать как, в принципе, для накопления, и потом там идут какие-то проценты, но они очень минимальные, нужно хранить огромные суммы, чтобы что-то заработать с этого. Следующий банк TD банк. Там вы тоже можете получить кредитную историю сразу же, но вы должны заморозить определенную сумму. То есть на сейвинг аккаунт ваш, открывается сейвинг аккаунт, на сейвинг аккаунт кладется определенная сумма. Обычно всем для пробы кладут $500, $500 канадских, и вам выдается кредитка на эти $500. То есть это гарантия банка, что если вдруг вы не оплатите, они смогут с вас взять эти деньги. Также пока что я не замечала комиссию за неоплату, то есть там нету какого-то определенного срока на оплату, например, дня, когда вы должны оплатить. Поэтому, мне кажется, просто если вы не будете оплачивать, у вас с сейвинга аккаунта просто заберутся эти деньги, и вы просто не подтвердите свою платежеспособность перед банком. Вы можете положить туда 2000, 3000, то есть чем больше вы кладете, тем больше вы должны тратить. Но советую класть $500, и дальше я вам расскажу, как можно построить кредитную историю очень быстро. Вот, и третий банк – это Scotiabank, банк, в котором выдают вам кредитные карточки только если у вас есть работа. Вам нужно принести письмо с работы, и даже если вы принесете, не факт, что вам дадут, что это письмо подойдет под их какие-то стандарты. Мы пришли один раз в Scotiabank с бумагой от работодателя, и эта бумага просто не удовлетворила потребности, какой-то ценз этого банка, и просто нам не выдали кредитку. Поэтому, мне кажется, этот банк не самый удачный для открытия кредитного счета, лучше пойти в какие-то другие банки. Также в TD банке вы не сможете открыть кредитку, если у вас нету
какого-то постоянного места жительства. Здесь там только вы будете открывать кредит, только с залогом суммы. Все ABC-банки, мне кажется, это самый удачный вариант. Если, например, вы работаете, и там уже вам выдают кредитки от 1500 и уже дальше. То есть как вам повезет, какая у вас зарплата. Мне кажется, это очень здорово. Также есть очень классное приложение для отслеживания кредитной истории. Это Credit Karma, где вы можете отследить ваш кредит-скор и посмотреть баллы. Также в этом приложении предлагают вам приобрести карты определенных банков, имея какой-то скор. То есть для каждого скора вам ниже будут предлагаться банки. Например, мне предложили банк с бесплатным обслуживанием годовым American Access, American Express банка, и там мне дали кредитку на $8000, но в чем прикол? У них здесь нету в Канаде своих бренчев, нету банкоматов, где вы можете снимать деньги, то есть вы можете только этой кредиткой оплачивать, а класть через определенную систему на их сайте. То есть это не совсем удобно, но в принципе, если вам дают 8000, вы можете очень хорошо, здорово прокачивать, покупая какие-то большие покупки. Давайте теперь перейдем к тому, как же построить свою кредитную историю, из чего она состоит. Первое – это срок. То есть чем дольше вы держите свою кредитку, тем выше ваша кредитная история. И вы должны правильно оплачивать кредитку. То есть если вы оплатили, например, пошли в магазин, купили что-то, и вы должны сразу же, в течение, может быть, там нескольких дней перевести на кредитку эту сумму, то есть сразу же погасить кредит. И тогда у вас кредитная история будет расти очень высоко и очень быстро. Если же вы будете тратить весь месяц 2000, а потом класть в конце месяца, то ваша кредитная история просто перестанет расти, она будет стоять на одном месте. Вы не будете чувствовать каких-то изменений, вы будете думать, что у вас кредитка уже столько времени, вы вроде все постоянно платите в срок, а у вас не растет она. Причина именно в этом. И здесь тоже кроется очень главный секрет, что вы тратите больше, чем у вас даже есть кредитка. То есть вы тратите, например, возьмем, у вас кредитка на $1000, вы тратите 30, потом гасите 30, у вас опять 1000, и то есть вот так же раздувается мыльный пузырь из траты денег, и это, мне кажется, очень сильная кабала, когда мигранты приезжают, им нужно срочно строить эту кредитную историю, чтобы снять как минимум жилье, пойти себе взять в кредит что-то, и это очень сильно затягивает, и мне кажется, это не очень правильно. Но какие есть правила, в таких возможностях живем. А также хочу поделиться с вами новостью. Недавно мы помогли людям заселиться в наш апарт-билдинг без кредитной истории. Ребята приехали только 3 недели в Канаде и уже смогли себе снять долгосрочное жилье. И как это сделать? Пожалуйста, смотрите наше видео и пишите нам, мы вам с удовольствием поможем, все расскажем. Пожалуйста, пишите нам на почту или в комментариях. Мы с удовольствием вам поможем. Ребята остались довольны, они сняли даже дешевле, чем снимаем мы, и по площади намного больше эти апартаменты, one bedroom, и мне кажется, это очень классно, что у них это вышло. Мы искренне рады за них. Также немножко хочу рассказать про погашение также кредита. У вас есть определенный срок, то есть в конце каждого месяца вы должны обязательно погасить эту кредитку. Ходят слухи, что если вы не погасите кредит, ваша кредитная история упадет. И да, и нет. Если вы просрочите свой день оплаты на несколько дней, с вашей кредитной историей ничего не случится, если вы это сделаете там один раз. Если вы будете на постоянной основе это делать, ваша кредитная история будет падать вниз. Также существуют овердрафты на кредитках. Если вы уходите в овердрафт, у вас снимаются также проценты за это, сумма какая-то, и ваша кредитная история падает, и вам потом будет очень сложно ее восстановить, потому что вы уже омрачните ее тем, что у вас будет хотя бы одна неоплата или одна задолженность, и уже когда вы будете предоставлять эти данные, то уже могут люди просто задуматься, стоит ли вам давать кредит или сдавать. Однако, например, вы в Канаде можете повысить свою кредитную историю, купив что-то в кредит, например, iPhone. Есть специальный сайт Finance, где вам выдают кредит. Вы приходите в Apple и берете телефон, iPad, компьютер Finance, вам выдается сумма,
которая гасится, например, ваш iPhone, и вы помесячно выплачиваете, и сразу ваша кредитная история взлетит вверх, потому что у вас есть какие-то оплаты. Также, если вы оплачиваете со своей кредитки интернет, мобильную связь, ваша кредитная история тоже растет. Но, конечно, самый огромный скачок будет, если вы возьмете квартиру в кредит и ее быстро отдадите. Тогда, или там помещение, либо машину. И многие люди, у которых есть определенная сумма, например, на машину покупку, они все равно ее берут в лизинг, и чтобы построить вот эту кредитную историю. А вы поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как ваш опыт проходит в Канаде постройки кредитной истории. Может быть, вы знаете какие-то фишечки, какую-то тоже интересную информацию. Давайте вместе все делиться в комментариях. И, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать интересные и полезные видео на канале. Всех целую, люблю, обнимаю. Всем хорошего дня и хорошей погоды в Канаде. Всем пока!